Хотите приготовить настоящее итальянское ризотто на своей кухне? Смотрите это видео. Нам понадобятся 2 сковородки и кастрюля. В кастрюле мы будем готовить бульон из обычных бульонных кубиков. В одной сковородке на оливковом масле Франко начинает обжаривать 4 зубчика чеснока, продавленных через чеснокодавилку. Пока чеснок обжаривается на среднем огне, быстренько нарежьте грибочки. Будьте аккуратны с чесноком, так как он очень легко подгорает. Добавьте грибочки и оставьте вместе обжариваться. К тому времени бульон закипел. Можно приступать к готовке риса. Во вторую сковородку заливаем оливковое масло, дожидаемся, пока оно разогреется, и добавляем туда сухой рис. Оставляем на несколько минут, чтобы рис разогрелся. Не забывайте о грибах, время от времени перемешивайте их. Прошло около 3 минут, рис разогрелся, и теперь самое время добавлять горячий бульон. Добавляем бульон по чуть-чуть, по одному половнику. Добавили, перемешиваем, ждем, когда бульон слегка выпарится, затем добавляем следующий половник и так далее. Не забывайте грибочки перемешивать. Посмотрите, слегка выпарился бульон, добавляем следующий половник. И при этом очень важно постоянно перемешивать рис. Посолите грибочки обязательно, а в рис мы не добавляем соль, так как наш бульон уже сам по себе достаточно соленый. Как определить готовность риса для ризотто? Конечно же, на вкус. Пробуйте. Если вы думаете, что он еще не готов, продолжайте дальше добавлять бульон. Грибочки к тому времени уже поджарились, и теперь добавляем креветки. Так как эти креветки уже наполовину готовые продаются, поэтому мы их добавили к грибам и вместе их минут 5-10 еще обжарим. Если же у вас сырые креветки, то обжарьте их отдельно в сковородке и потом смешайте с грибами. Давайте еще раз попробуем наш рис. Нет, для Франко он еще не готов. Продолжаем дальше готовить. Когда рис уже готов, добавьте, пожалуйста, солидный кусочек сливочного масла. Вот мы добавили около 50 грамм. Теперь соедините содержимое обеих сковородок. Хорошенько перемешайте деревянной лопаточкой. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут всего лишь. Этого достаточно, чтобы сформировался окончательный, неповторимый вкус вашего ризотто. Посмотрите, как это аппетитно выглядит. Посмотрите, какая кремообразная структура. Приготовьте это ризотто, и вы почувствуете себя настоящим итальянцем. Приятного вам аппетита! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные видеорецепты в будущем. Risotto con funghi e gamberi. Buon appetito! Very tasty, very good. Buon appetito!